Всем привет! В этом видео я сделаю обзор таймера CR05 версии 3.1. Покажу, как он подключается, настраивается и какие здесь есть режимы работы. Здесь всего 8 программ, поэтому может какая-то из этих программ вам подойдет и вы можете его использовать. При заказе вы можете выбрать по питанию 3 разных варианта. У меня моделька на 12 вольт. При заказе вы смотрите, есть модель на 5 вольт, на 12 и на 24, в зависимости от того, от чего вы будете его запитывать. Но нагрузку вы можете уже подключать либо ту же, что и питание, либо взять другую нагрузку, например, от сети 220 вольт, можно управлять каким-нибудь потребителем. То есть релюшка здесь стоит. Максимальная нагрузка до 10 ампер 220 вольт. То есть до 2 киловатт нагружать эту саму релюху можно. Управлять, например, бойлером, либо обогревателем, либо еще каким-нибудь устройством, либо освещением. То есть до 2 киловатт сюда можно подавать нагрузку. Нам нужно запитать модуль от блока питания. Подключаю минус на центральный контакт, подписан GND. Плюс идет на VCC 12 вольт. В данном случае у меня вот я подключаю, и у нас модуль сразу заработал. Вот у нас включился дисплей. На нем отображается время выставленное, и во время работы оно будет отсчитываться и показываться значение. Третий контакт — это у нас триггер. Можно его вот так вот запускать сигналом минусовым, это у нас второй минус. Либо можно перемычку ставить между вот этими двумя контактами, то есть минус и вот этот контакт. Ставим между ними кнопочку без фиксации, и при нажатии на кнопку будет запускаться реле. Это если вы выберете программу, которая по сигналу с кнопки работает. Либо можно настроить программу, которая будет срабатывать сразу при подаче питания. То есть вы блок питания там выключили, включили, и программа начинает работать. Дальше нам нужно будет подключить нагрузку. В данном случае это лампа. Она на 220 вольт. И вот у меня с розетки идет 220 вольт фазой 0. 0 мы запитываем сразу напрямую. Вот так. Запитали. Нам нужно будет фазу подать на центральный контакт с розетки. Это у нас ком. Вот я подключаю проводок. Запитываем фазу. То есть уже все под напряжением. Подключили. А вот этот от лампочки, куда будет подаваться фаза, чтобы лампочка светилась, надо подключить на один из контактов на нормально разомкнутый. Сейчас я проверю. Вот этот контакт идет нормально замкнутый. То есть он все время под напряжением, а вот этот нормально разомкнутый. Поэтому мы будем подключать на вот этот контакт. Я беру провод, подключаю. И при включении реле у нас будет включаться лампочка. У нас все подключено. Теперь осталось настроить таймер. 8 различных программ выставляются с помощью вот этих кнопочек. Все очень просто, в принципе. С помощью первой кнопки мы выбираем нужную программу. P1, P2, P3, P4, 5, 6, 7, 8. 8 программ у нас. Ну, начнем с первой, посмотрим, что у нас за первая программа. Первая программа — это у нас задержка выключения. Вот мы ее выбрали. Дальше нажимаем вторую кнопочку. Вот здесь у нас цифры от 0 до 3. 1, 2, 3. И заново. Это у нас выбирается единица измерения времени. 0 — это у нас десятые секунды. 1 — это у нас секунды. 2 — это минуты. 3 — это часы. От 0 до 99. То есть можно выбрать от 0 до 99 часов. От 0,1 секунды до 10 секунд. 9,9. От 1 секунды до 99 секунд. И от 1 минуты до 99 минут. Это все выбирается у нас в этом меню. Например, мы выбрали 0. Это у нас десятые секунды. Дальше опять нажимаем кнопку Set. И выставляем время. Теперь у нас вот эти две кнопки для выбора времени. То есть мы выставляем. Если мы выбрали, например, 25, это у нас 2,5 секунды. Дальше сохраняем настройки. И у нас реле включает лампочку на 2,5 секунды. Может работать по сигналу триггера. Сейчас попробуем. Вот я запускаю.
Лампочка 2,5 секунды погорела и выключилась. Второй раз запускаю. Так же самое. 2,5 секунды и выключилась. И также это реле работает это при подаче питания. То есть я отключаю питание. Вот у меня циферблат погас. Включаю питание. Реле сразу начинает работать. Лампочка погорела и выключилась 2,5 секунды. Можно выбрать в секундах, в минутах, в часах. То есть включить на час, на 30 минут. Любое время, которое вам удобно, в диапазоне от 0 до 99 можно выставить. Это первая программа. Теперь я покажу программу вторую. P2. Заходим сюда. Это задержка включения. Выбираем теперь интервалы времени. 0, 1, 2, 3. Я выберу первое. Это у нас секунды. Переходим к настройке времени. 24 секунды это много. Я уменьшу, чтобы долго не ждать. Например, мы поставим 6 секунд. Сохраняем настройки. Вот пошел отсчет времени. И у нас включится лампочка. И будет теперь все время гореть. То есть у нас диапазон времени. Это у нас задерживает включение. Можно при повторном нажатии на кнопки опять отключить. Задержка включения пошла, выставленные секунды, и потом включилась, и лампочка будет гореть постоянно до следующего нажатия. И также она работает, то есть при подаче питания. Вот питание я отключил, заново включаю, пошел отсчет времени, лампочка загорелась. Вторая программа – задержка включения. Теперь попробуем третью программу. Это у нас циклический режим. Также само настраивается. Заходим, выбираем P3. Дальше выбираем, в чем измеряется время. Секунды, минуты, часы. И здесь очень удобно, что отсутствует в других таймерах. То, что время во включенном состоянии и время в выключенном состоянии можно задавать в разных интервалах. Например, в выключенном положении мы можем выставить 24 часа, а время работы мы можем выставить в секундах 1 секунду. То есть каждые сутки таймер будет включаться на 1 секунду. В других таймерах вам нужно будет выставлять время либо в минутах, и то, и другое, либо в секундах, и то, и другое. То есть задержка включения-выключения. В этом таймере мы можем выбирать время разное. Выбираем, например, секунды и выставляем время. Это у нас время во включенном. Выбираем 5 секунд, нажимаем. Это у нас единица измерения второго времени. Выбираем также секунды и выставим время. Например, 8 секунд. Дальше переключаем. C – это количество повторений. То есть циклический режим включения-выключения повторения можно задать либо нули – это бесконечный режим работы, то есть постоянно будет работать, пока подается питание. Либо выставить количество повторений, можно выставить до 99. Например, 7 раз повторится, либо 5. Запускаем таймер. Вот первое время мы выставили время во включенном положении, второе время это в выключенном положении. То есть, если вы хотите раз в сутки что-то включать, то вы второе время задаете в часах, ставите там 24 часа, либо если вы хотите что-то включать на час, то ставите 23 часа, а первое время час, либо 60 минут, либо 30, в общем, как вам нужно, так и настраивайте. Это циклический режим, и я задал количество повторений, то есть оно отработает выставленное количество раз и выключится. Этот режим работает без триггера, то есть я вот минусом пытаюсь что-то сделать, выключить таймер невозможно, только нужно отключать питание. При подаче питания таймер включился и начинает работать, то есть в этом режиме триггер не участвует, кнопочка не ставится. Это у нас третий режим работы. Четвертый режим работы точно такой, только наоборот. Выбираем P4. И здесь мы сначала задаем время простое, то есть выключенное, а потом таймер включится на определенное время. Заходим, выбираем единицы измерения, например, 10 секунды. Переходим к выставлению времени. Выставили. Вот. Это у нас будет 3 секунды. 30 ставим. Дальше выбираем единицы измерения. Второе.
Это уже во включенном положении. Секунды оставим. Например, 6 секунд. Это количество повторений. Поставим нули. Это бесконечный режим. То есть будет все время работать. Запускается. Вот программа сохранилась. И это у нас циклический режим. То есть вот выключено 3 секунды, включено 5 секунд. И так и будет работать бесконечно, пока подается питание на модуль. Следующим режим работы P5. Это у нас задержка выключения по триггеру, то есть по кнопке. При подаче питания реле никак не будет реагировать, запускаться только при нажатии на кнопку, либо минусовым сигналом управляться. P5 выбрали. Переходим к настройке временного диапазона. Выбираем секунды и выбираем время. 30 секунд это много ждать. Уменьшим до 6 секунд. Все, настройки мы сохранили. И таймер у нас сам автоматически не начинает отсчет. То есть я вот его выключил, запускаю, и таймер находится в режиме ожидания, лампочка не включается. Минусовым сигналом, либо кнопкой запускаем таймер, задержка выключения. Таймер отсчитает выставленное время и затем выключит лампочку. При повторном нажатии опять лампочка загорается, таймер считает, лампочка потом выключится. То есть можно 5 секунд в данном случае, можно 5 минут, 5 часов, то есть то время, которое вам нужно. Следующий режим, 6. Это так же самое, только задержка включения будет по триггеру. Выбираем P6. Выбираем временной интервал секунды. Выбираем время 5 секунд, либо 4. Сохраняем. Сохранили, ничего не происходит. Режим ожидания. Выключаем питание. Включаем питание. Ничего не происходит. Программа начнет работать только по сигналу триггера. Подаем минус. Пошел отсчет времени, задержка включения. И лампочка включилась, будет гореть постоянно, пока подается питание. Либо пока мы опять кнопку не нажмем и не запустим таймер заново. Отключилась на время, затем включилась. Это у нас 6 режим. Теперь проверим 7 режим. Там будет циклический по триггеру. В принципе, те же самые 3 и 4, только по сигналу триггера работает. Выбираем 7 режим. Заходим дальше. Временной интервал. 10 секунды. Выбираем время. 1,5 секунды. Листаем интервал 2 в секундах. Время задаем 10 секунд. Количество повторений бесконечность. Сохраняем. И запускаем триггером. У нас получился циклический режим. При нажатии на кнопку запустится программа и будет работать циклический режим. Когда мы питание отключаем, вот потух у нас модуль, запускаем заново. В режиме ожидания находится, ждет, пока мы нажмем на кнопочку. Запускаем. И пошла работа циклическая, бесконечно, пока будет подаваться питание. И осталась последняя, 8 программа. Работает точно так же, только наоборот задается время. P8, интервал в секундах. Переключаем дальше, выставляем время. Например, 7 секунд. Второй интервал тоже в секундах. Задаем время 5 секунд. Количество повторений пропускаем. Сохранили. И теперь по сигналу триггера запускаем программу. Первое у нас время это в выключенном положении. Второе время во включенном. И такой же циклический режим, только он запускается по кнопке. То есть вы выключили питание, ничего не работает, питание включили. Пока вы не нажмете кнопку, либо не включите минус, то у нас таймер не заработает. При нажатии начинает работать циклический режим. Вот так работает данный модуль. Ссылочку на эту модель я оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.